Друзья, приветствую вас. Это обзор по акциям, по которым у вас возникли вопросы. Давайте рассмотрим ряд активов. Сначала пробежимся по новостям, что там происходило за это короткое время, непростое. Так, ну вот сейчас идет перетряска. Новые люди приходят с администрации Байдена. И, видимо, Мнучин решил разрядить обстановку, затеял спор с главой ФРС по поводу того, что делать с неизрасходованными средствами. Сегодня я уже на это внимание обращал. Вот сейчас продолжение маркетонского кардебалета. Мы должны все забрать, у вас там все равно останется какая-то небольшая сумма, с которой вы сможете распоряжаться. Там, по-моему, порядка 75 миллиардов он хочет оставить, остальное перевести в бюджет. Ну и как следствие такого процесса ФРС не сможет оперативно выкупать долговые обязательства. И это все может привести, ну если не к дефолту экономики, то по крайней мере к каким-то ощутимым проблемам. Есть хорошая такая поговорка русская, что коней на переправе не меняют. Вот я думаю, что господин Мнучин рискует подобными действиями поменять коней на переправе и все опрокинуть. Так, ну вот есть некоторые нюансы по поводу подачи на регистрацию, на разрешение вакцины. Проблема заключается в том, что процедура рассмотрения, она занимает какое-то определенное время, достаточно существенное в текущих условиях. Вот, к примеру, по поводу рассмотрения предыдущих вакцин, ну здесь как бы срок рассмотрения обычно в пределах 10 месяцев. Разумеется, никого сейчас это не устраивает. И поэтому они хотят подать по ускоренной процедуре, чтобы как можно быстрее получить согласование. Так, ну давайте начнем со Сбербанка. Сбербанк, здесь идет движение, цель этого движения 235,5, 234, вот сюда вот этот диапазон. Но сейчас здесь достаточно интересная ситуация. Вот он, не доходя до сильной поддержки, начал пытаться отразиться. Вот, поэтому сейчас вот если это движение оно получит развитие, то есть если все-таки не будет пробито 236,5, то не доходя до сильного уровня, здесь может возникнуть консолидация. И, соответственно, эта консолидация, она приведет к тому, что отсюда пойдет отскок на 246. Так, но если часовой таймфрейм брать, то здесь все-таки достаточно большая вероятность, что вот это нисходящее движение, оно завершено. И отсюда наиболее вероятно произойдет отскок. И цель этого отскока составит движение на 245. Вот сюда вот. Соответственно, отскок разовьется, как только будет пробито 241 на объеме. Ну даже 243. Ну для надежности 241. Вот пробитие этого значения уводит вот сюда вот. Соответственно, если развивается откат и происходит пробитие 236,5, мы идем вот сюда вот под этот диапазон. Я думаю, сегодня мы сейчас будем вот в этом диапазоне ходить до конца дня, а в понедельник наступит ясность. Пока на текущий момент больше факторов указывает на то, что будет пробитие верхней границы и уход наверх. Так, далее Норильский никель, но здесь мы находимся в консолидации, здесь особо никаких изменений нету. Но если к часовому таймфрейму с дневки перейти, то здесь все указывает на то, что скорее всего вот это хождение в диапазоне, оно сегодня продолжится. Основные события развернутся в понедельник. Текущая формация указывает на то, что отсюда наиболее вероятно будет движение наверх. Оно произойдет в том случае, если не будет отката с пробитием 20650. Вот удержание этой конструкции приведет к тому, что отсюда будет пробой крышечки и уход наверх. В перспективе цели, которые рассматривали, они выше 21 тысячи находятся. Так, далее Газпром. Газпром не оправдал ожиданий юридических лиц. Они делали ставку на то, что он будет расти. Сегодня он не растет. Но в этом ничего такого плохого нету. Пока вот он удерживает этот консолидационный диапазон, в любой момент может произойти пробой 186 и уход в район 195. Если здесь происходит пробитие вот этого диапазона, то мы отсюда сыпемся, и цель движения будет 168-167, вот сюда вот. Так, ну часовой таймфрейм здесь вообще отличный. У нас четко прорисовалась поддержка, которая находится на 182-181,5. Вот пока нету пробития этого диапазона, здесь
весьма вероятен отскок, как минимум с целью на 187,5. Но там в Германии пошли дебаты по поводу того, чтобы не оказывать Газпрому поддержку в части Северного потока-2. Вот. И в связи с этим, конечно, наверное, и возникло такое противодвижение. Ну и плюс еще конец недели, фиксация позиций. Вот. Вообще в перспективе, если мы сегодня получаем пробой 182-181,5, у него сразу цель движения будет на 179. Далее вопрос в удержании вот этого диапазона. Если диапазон удерживается, окей, будет проторговочка, набор позиций, дальнейший уход вверх. Но пока вот пробития здесь нету и он держится вверху, я думаю, достаточно большая вероятность того, что он пойдет и дальше наверх, отрабатывать те цели, которые остались. Как только здесь пойдет пробитие, ну, в честь пятницы на ум приходит пропитие, на самом деле пробитие, вот, то отсюда, соответственно, разовьется движение. Но я не думаю, что будет пробой вот этого диапазона, пока предпосылок для этого нету. Вот, и его не до конца запустили наверх. Он должен там побегать, нарезвиться, и потом его уже будут оттуда спускать основательно. Так, вот по ВТБ сегодня была очень интересная такая картина. Единственное, что плохо, то что вот он закрываться, судя по всему, будет под вот этим сильным уровнем. Вот это, конечно, не очень хорошо, это дневной таймфрейм. Ну да, вот сейчас на часовик я перешел. Здесь все указывает на то, что, скорее всего, он будет болтаться вот в этой проторговке. Вот, если только в понедельник его прямо сразу не задерут и он не пробьет сильный уровень. Вот сейчас еще в большей степени указывает на то, что он какое-то время вот здесь поторгуется, походит. Вот. Ну, если все-таки пойдет дальнейшее движение и пробитие 3,55, то тогда пойдет более глубокая просадка. Но пока для этого основания я не наблюдаю. Скорее всего, здесь по факту вот этой проторговки, может быть, даже и в понедельник возникнет пробой и движение наверх. Но сейчас вот как-то в большей степени, мне кажется, должно развиться движение в рамках вот этой расширенной консолидации. Вот, соответственно, то есть такой процесс происходит, если будет пробитие 3,63. Вот если сейчас откатываемся, пробиваем, то сразу идем к нижней границе. Может быть вполне такая ситуация, что такого отката не произойдет. И если его не произойдет, то сегодня уже, наверное, вряд ли, а в понедельник с утра, скорее всего, мы пробьем вот это значение и закрепимся где-то здесь, вот в этом диапазоне. Так, друзья, вот вопрос еще был по Интеррау, но смотрите, здесь по Интеррау ситуация интересная, недельный график. С одной стороны, как бы пошло движение вниз, но текущая формация указывает на то, что здесь восходящее движение, оно пока не сломано. То есть здесь по-хорошему цель движения хотя бы 5,7. Так, ну вот здесь дневной таймфрейм у нас получается, что на текущий момент времени наиболее вероятно, что будет проторговка в диапазоне 5,14-5,27. Вот. Или же сразу наиболее вероятно пойдет пробой вот этой верхней границы. И движение, первая цель движения это 5,37. Вот сюда вот, и потом есть все основания сходить на 5,6, 5,65, вот сюда вот. Но здесь наиболее вероятно, что либо будет проторговка в этом диапазоне, либо сразу пойдет движение наверх. Вот. В том случае, если все-таки пойдет движение на пробой 5,07, если мы такое получим, то отсюда разовьется просадка, цель которой будет сходить вот сюда, вот в этот диапазон. Пока вероятность такого процесса на текущий момент очень невелика. Я думаю, все-таки больше вероятность, что отсюда разовьется движение наверх. Цель по дневному таймфрейму 5,6. По недельному таймфрейму она, по-моему, немножко отличается. Здесь, соответственно, вопрос удержания вот этого значения. По большому счету здесь наиболее вероятно либо сразу движение наверх, либо какая-то проторговка и движение после этой проторговки наверх. Так, вот 4-часовик, здесь вроде бы пошел такой падеж, но этот падеж наиболее вероятно он затормозится либо на 5,12, либо на 5,1. Вот здесь вот. Если все-таки сейчас будет пробитие
5,09, 5,08 вот этого значения, то тогда его немножко поглубже уведут. Цель движения будет 4,99, 4,97. Вот сюда вот. Но здесь все-таки, я думаю, в наибольшей степени важно, чтобы не было пробития вот этого значения. Потому что если оно пробивается, то тогда вот вся эта концепция с отскоком, она ломается. То есть короткий укол сюда, вот в эту область вполне может быть. Но пока нет пробития, то все это, скорее всего, приведет к тому, что здесь будет консолидация и потом движение наверх. Так, друзья, далее вопрос по детскому миру. Я ранее уже его рассматривал. Я обращал ваше внимание, что как болтун находка для шпиона, так детский мир находка для спекулянта. Потому что фрифлоут у него будь здоров. То есть его гонять будут туда-сюда. Плюс Новый год. Все будут покупать товары детишкам. Выручка, прибыль вырастет. Поэтому у этой бумаги, если, конечно, не начнется какой-то апокалипсис, достаточно хороший перспективы, по крайней мере, на 4-й квартал. Так, вот у нас по дневке практически отвесный рост идет. Вопрос только в том, вот сейчас, судя по всему, будет закрепление на пробитии 126. И такое закрепление бумагу может увести значительно выше. Но сейчас вот идет попытка развернуть тренд. На самом деле здесь вполне может отсюда пойти движение вниз. И оно разовьется в том случае, если произойдет пробой 121, 121,5. Вот здесь у нее некий проходит уровень, который, если не пробивается, то все эти откаты будут, скорее всего, выкупаться. Здесь, конечно, есть определенный тревожный звоночек вот в этом месте, что движение наверх, оно может быть остановлено. Но здесь, как обычно, двойная вершина, она не всегда приводит к тому, что она пробивается и уходит наверх. Она иногда приводит к тому, что двойная вершина срабатывает и все проваливается и летит вниз. Здесь, с точки зрения фундаментальной относительно ситуации для данной компании, если никаких внешних стрессов не возникает новых, то вполне вероятно, что по крайней мере до Нового года она наверх может еще сходить. Фундаментальные предпосылки для этого есть. Как они будут реализованы с учетом текущей волатильности, тут как бы сложно, скажем так, сделать аргументированный логический прогноз. То есть локально принять решение можно, туда или сюда двинется. Но если как бы оперировать на термином, насколько она вырастет, да бог его знает. Могут и на 200 разогнать при желании. Фрифлот-то у нее там, по-моему, или 100%, или близко к 100%. Плюс новогодние праздники. Тут как бы все что угодно могут сделать. Да, то есть сейчас этот тренд может сломиться, и ее вполне могут в случае перелома тренда загнать и вот сюда на 116, 117. Но есть вот здесь такой момент очень опасный. Сейчас давайте часовик посмотрим. Но этот опасный момент, вот если не будет пробития вот этого значения 121,5, он, я думаю, скорее всего не реализуется. То есть здесь просто логика движения, она такова, что в том случае, если мы удерживаем вот эту позицию, пойдет дальнейшее развитие движения наверх. Но вот, кстати, если американский рынок кто-то торгует, то там гэпы, будь здоров, то есть бумаги туда-сюда там летают вообще со свистом. Потому что там фрифлоут у них большой, там много маленьких акционеров, и поэтому там вообще, то есть они ходят туда-сюда. У нас в основном держатели либо какие-то мажоритарные акционеры, либо фонды. И поэтому все тишь да блажь особо. Как бы гэпы есть, но не в таком количестве, как на американском рынке. Я к тому, что вот у этой компании, у нее фрифлоут большой. И она как бы наиболее близка к условиям идеальной конкуренции, так называемой. Или там абсолютной ликвидности, как угодно можно это называть. Но здесь много участников, и большая часть капитала, она когда у компании ходит по рынку, то, соответственно, это достаточно позитивный момент. Он, конечно, и опасный, но он и позитивный. Так, друзья, вот еще засыпали вопросом по поводу Ростелеком, АП. Здесь ситуация следующая. Месячный таймфрейм. Но здесь восходящий тренд, была попытка его сломать. На текущий момент эта попытка успехом не увенчалась, и поэтому, я думаю, высока вероятность того, что движение дальше наверх продолжится. И вот, в общем-то, на недельках видно, что вот эта вот
разворот, который здесь образовался, он, по крайней мере, на текущий момент не получил поддержки, и фактически этот разворот был сломан. Так, ну вот дневочка здесь, конечно, она немножко грустная, но с другой стороны, вот смотрите, у нас здесь четко видна поддержка 81,2, 79,7. Если этот диапазон мы не пробиваем, то может быть откат, может быть даже она в начале недели пробьет 84,6 и сюда сходит. Но пока вот это значение не пробито, она здесь будет удерживать и будет продолжать расти и двигаться наверх. Да, но вот часовик указывает на то, что вся эта депрессуха, она скорее всего закончилась. И теперь все будет пышить позитивом и расти. Соответственно, отсюда ближайшая цель движения — это тестирование сначала 88 и потом пробитие 89. Соответственно, исходя из часовика, вот вся эта формация не сработает, если продолжается откат и идет пробитие 84,7. Тогда ее надо будет ловить внизу, либо, возможно, вообще этот тренд сломается, но я думаю, это в наименьшей степени вероятно. Здесь либо она отсюда пойдет расти, либо, может быть, немножко провалится, и потом ее, скорее всего, все равно будут гнать наверх. Ну и касательно цели движения у нее вот этот вот перехай 111,5. Да, здесь по месячному таймфрейму была попытка развернуться и обвалить ее, но на текущий момент есть все основания полагать, что это движение, оно не сработало. Вот. Оно сработает, если пойдет повторное пробитие 80. Вот 8, 79,5, если пробиваем, тогда уже действительно гипотеза была изначально неверна, и пойдет движение с целью сходить вот сюда, вот в район 60. Так, друзья, ну вот вопрос был еще по американской компании AMD, Advanced Micro Devices. Главный злобный конкурент Intel. Они очень долгое время воевали. Intel AMD частенько подминала под себя, но сейчас обстоятельства так сложились, что, скорее всего, AMD все-таки будет лидером, и у него достаточно большие перспективы. Так, что здесь, на что хотел обратить внимание? Ну, дневной таймфрейм, здесь у нас, по сути, идет рост. В ближайшее время вопрос в пробитии 87. Вот 87, здесь у него сакральный уровень, который, если пробивается и начинается проторговка, то идем на перехай, тестит 94-95, вот это значение. Вот. У нас здесь сейчас идет попытка разворота, но эта попытка разворота, судя по всему, она особого эффекта не даст. Говорить о том, что здесь произошел разворот и все, она будет падать, можно только в том случае, если произойдет откат и будет пробито 79,9, 80. 80,5, вот этот диапазон. Если этот диапазон не пробивается, все движения они приведут, скорее всего, наиболее вероятно к накоплению. И по факту этого накопления будет тестирование на пробой. Сначала 88,5, потом 94,26. Так, но если здесь вернуться на недельный таймфрейм, то что здесь получается? Вот у нее есть по недельному графику, если опираться на недельный график, это 72,6. 72,6. Все-таки 72,6 здесь поддержка, которая при пробитии она приведет, скорее всего, к просадке очень существенной вот сюда, в этот диапазон. Вот. Здесь, с одной стороны, как бы и компания очень, я так думаю, перспективная. Вот. Она все-таки, возможно, одержит окончательную победу над Intel. Вот. Но здесь единственное только меня смущает то, что вот это движение, оно пока нельзя сказать, что является прямо таким окончательным и приведет к новому витку бесконечного роста. Вот пробить этот диапазон и сходить на 94,25 она вполне может. Вот. Но здесь есть вот определенные вопросы к этой формации. Вот. И поэтому, если она все-таки пойдет вниз и будет пробивать этот диапазон, то, скорее всего, после пробития вот этого диапазона роста по ней либо вообще не будет, либо не будет очень долгое время. Вот. Поэтому в долгий срок, конечно, с фундаментальной точки зрения она интересна, но вот есть ряд, технических моментов, которые, они указывают на то, что на непростой характер существования этой компании. То есть вроде бы и перспективная, и должна расти, и у нее как бы есть
определенные преимущества, но с другой стороны, вот какой-то здесь что-то не то, пока точно сказать не могу. Но с другой стороны, вот я думаю, весьма вероятно, что среднесрочная, краткосрочная идея на несколько дней, недель по переписыванию хай, она вполне может сработать. То есть, в принципе, даже если смотреть дневной таймфрейм, здесь у нее вполне как бы адекватный график, указывает на то, что идет восходящее движение с целью потестить и, возможно, переписать хаи. Вот. Но все-таки хай-тек, он такой очень импульсивный, он очень быстро ходит вверх и очень быстро ходит вниз. Об этом надо помнить. И поэтому, ну скажем так, ее, конечно, купить в долгий срок можно, но я бы пока этого делать не стал, я бы еще за ней какое-то время понаблюдал, как она себя будет вести в текущих реалиях. Вот, хотя да, то есть компания, она в принципе с фундаментальной точки зрения, на мой взгляд, она может представлять интерес, как долгосрочное вложение. Единственное, смущает столь стремительный рост, который произошел ранее, но с другой стороны все же надувают. Так, ну это в общем-то все, спасибо за